Привет, дорогие криптаны! В этом видео мы с вами наконец-то обсудим нашумевший биткоин ETF. С вами канал Просто Крипто, и давайте начинать разбираться. Но перед тем, как начать, хочу порекомендовать тебе подписаться на наш телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если ты трейдер или просто хочешь купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусного депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. Но мы начинаем. Те, кто внимательно следит за перипетиями вокруг запуска спотового биткоин ETF, отметили пятницу 19 октября 2023 года красным маркером в своих календарях. Именно в этот день суд округа Колумбия выдал мандат, который может привести в действие августовский вывод в пользу компании Grayscale Investment, которая подала в суд на комиссию по ценным бумагам и биржам США, поскольку пыталась превратить свой биткоин Trust в ETF. Это следующий шаг в процессе после того, как SEC на прошлой неделе отказалась оспаривать предыдущее решение, которое было проиграно. Криптосообщество ждет какого-либо объявления или просто дополнительной информации от SEC, Grayscale или, возможно, от судей о том, чего ждать в будущем. Следующие шаги действительно неизвестны, поскольку это первая в своем роде такая ситуация. Любой прогресс в направлении преобразования биткоин траста может внести дополнительную ясность в процесс запуска спотовых биткоин ETF, который остается непрозрачным и непонятным для участников отрасли. Представители компании утверждают, что конвертация GBTC в ETF может разблокировать миллиарды для его владельцев. Победа Grayscale в суде воспринимается криптосообществом как монументальная для криптосферы. Наконец, после десятилетней борьбы спотовые биткоин ETF могут появиться в США. В прошлом SEC колебалась, давать ли зеленый свет. Однако сейчас существует множество компаний, в частности BlackRock и Invesco, которые пытаются выпустить такой продукт. Bloomberg Intelligence утверждает, что наиболее вероятным сценарием относительно того, как может сложиться гонка по запуску биткоин ETF, является то, что заявка Grayscale будет одобрена одновременно с заявками других эмитентов, таких как BlackRock. Кэти Вуд из ARK Investment Management недавно выдвинула подобный сценарий, заявив, что SEC может дать зеленый свет нескольким заявкам одновременно. Как же это комментируют игроки на рынке? Основатель и главный исполнительный директор Galaxy Digital Holdings Майкл Новоградц говорит, что ожидает, что в этом году комиссия по ценным бумагам и биржам США наконец-то одобрит биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин. Они будут одобрены, сказал Новоградц в интервью CNBC. Мы действительно думаем, что это произойдет в 2023 году. Он добавил, что самая важная часть – это SEC, которая проиграла суд. А теперь давайте же разберемся более детально, что такое эти биткоин ETF. ETF, или же Exchange Traded Funds, это отрасль с капитализацией в 7 триллионов долларов. Они являются частью более широкого семейства продуктов, известных как биржевые, хотя люди обычно используют аббревиатуру ETF для обозначения всех, поскольку они являются самой большой и популярной категорией. Криптокомпании и крупные финансовые учреждения Уолл-стрит пытаются запустить своего рода ETF, который фактически будет содержать биткоин, в отличие от других продуктов, которые инвестируют в фьючерсы на биткоин. Биткоин ETF, обеспеченные фьючерсами, доступны клиентам из США с 2021 года. Но SEC не одобрила ни одной заявки на спотовый биткоин ETF. Эмитенты и инвесторы выступают за то, чтобы спотовые биткоин ETF были также доступны для розничных и институциональных инвесторов США. Так а в чем же разница между спотовым и фьючерсным ETF на биткоин? Фьючерсы – это контракты на покупку или продажу актива по определенной цене на более позднюю дату. Они широко используются для многих рынков, например, нефти, природного газа, золота и так далее. Инвесторы в основном с помощью фьючерсов спекулируют на изменении стоимости, не обладая базовым активом. Когда цена биткоина колеблется вверх или вниз, то фьючерсы на биткоин косвенно отслеживают цену криптовалюты на бирже. На рынке спотовых биткоин ETF наоборот. Пользователи покупают и продают непосредственно цифровые активы через биржи. Что же доступно инвесторам сейчас? В начале 2021
2021 года в Торонто, Канада, дебютировала Purpose Bitcoin ETF. Согласно заявлению эмитента Purpose Investment, он инвестирует непосредственно в физические биткоины, то есть привлеченные средства уходят на покупку биткоин. ProShares Bitcoin Strategy ETF стал первым фьючерсным ETF на биткоин, доступным в США, который был запущен 19 октября 2021 года. Запуск произошел под давлением значительного спроса, и подобная ситуация наблюдается в отношении спотового биткоин ETF. Несколько фьючерсных фондов Ethereum дебютировали в этом месяце. В то же время несколько американских инвестиционных фондов отслеживают биткоин подобно ETF, но с определенными ограничениями. У Grayscale Bitcoin Trust есть физическая поддержка, то есть он сохраняет биткоин. Так а на каком этапе на данном моменте находится этот спотовый биткоин ETF? Крупнейшая в мире управляющая активами компания BlackRock подала заявку на спотовый биткоин ETF в июне этого года, подтолкнув спекуляции о том, что инвестиционный продукт, которого давно ожидают, наконец-то получит одобрение от SEC. Заявка BlackRock со своей стороны привела к значительному росту криптовалютного рынка и волне подобных заявок от других эмитентов, включая Fidelity Investment, WisdomTree. Grayscale в августе выиграла судебный иск против SEC и фактически разблокировала превращение траста GBTC в спотовый биткоин ETF. Но впереди еще может быть сложный и растянутый во времени путь. Ну и напоследок давайте обсудим, почему же регуляторы так сильно и усердно избегают этот спотовый биткоин ETF. Кроме беспокойства по поводу ликвидности и манипуляций, регуляторы выразили обеспокоенность тем, что волатильность биткоина может быть слишком высокой для обычных инвесторов. За последние 3 года прибыльность биткоина выросла на 305% в 2020 году, еще на 60% в 2021 году, за которым следует падение на 64% в 2022 году. SEC также начала сомневаться, будет ли у фондов информация, необходимая для адекватной оценки стоимости цифровых активов, таких как биткоин. В частности, смогут ли они проверить, кто является владельцем базовых монет. В 2021 году глава SEC Гарри Генслер показал банковскому комитету Сената, что отсутствие регулятивного надзора и наблюдения на крипторынках вызывает обеспокоенность потенциалом мошенничества и манипуляций. Пытаясь развеять некоторые беспокойства SEC, BlackRock и другие эмитенты предложили так называемое соглашение о распределении данных по наблюдению, как способ снизить риск манипулирования рынком и мошенничества. Coinbase — единственная публичная криптобиржа спотовых криптовалют США, торгующаяся на открытом рынке, стала избранным партнером эмитентов ETF по надзору за рынком. Но на этой ноте наше видео подошло к концу. Надеюсь, что наконец-то вы разобрались, что это все за канитель со спотовыми биткоин ETF. Если вам было полезно и понравилось, то не забывайте ставить лайки и колокольчики, а также подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. И перед тем, как попрощаться, хочу напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, где мы регулярно постим самые актуальные новости и инсайты из рынка криптовалют, а также регулярно проводим денежные розыгрыши и конкурсы. Ну и если вы трейдер или просто хотите купить биткоин или альткоины, то рекомендую зарегистрироваться по нашей реферальной ссылке на бирже Bybit для получения бонусов от депозита для торговли, а также скидки на торговые комиссии. Все ссылочки в описании. С вами был канал Просто Крипто, и помните, что крипто — это просто